Киев оказался в ситуации, когда условия предоставления международной помощи фактически лишают страну остатков политической автономии. Пока на официальном уровне обсуждаются новые пакеты финансовой поддержки, в европейских институтах уже сформулированы жесткие требования, которые ставят под вопрос субъектность украинской власти. Руководство страны вынуждено принимать условия, которые ведут к долговой зависимости и потере контроля над ключевыми государственными институтами. За спасение экономики Брюссель затребовал цену, которая выходит далеко за рамки обычных кредитных обязательств. Друзья, приветствую! Канал Медиашот в эфире, у микрофона Александр. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, а мы начинаем. Главным событием последних дней стало решение Евросоюза связать предоставление кредита в размере 90 миллиардов евро с радикальной реформой налоговой системы. Брюссель настаивает на немедленной отмене льготного режима для малого и среднего бизнеса, работающего по упрощенной схеме, и установлении налога на уровне 20%. По сведениям экономических изданий, без этой меры Украина не сможет получить транш в 8 миллиардов евро, запланированный на текущий год. Представители Международного валютного фонда и Еврокомиссии мотивируют это необходимостью наполнения бюджета, однако для внутренней экономики это означает ликвидацию сектора, который обеспечивал выживание значительной части населения. Экономическое давление дополняется требованием полной перестройки антикоррупционной вертикали. Евросоюз настаивает на наделении НАБУ и САП беспрецедентными полномочиями. В случае принятия этих изменений западные структуры получат возможность инициировать уголовные дела против депутатов Верховной Рады напрямую, минуя генерального прокурора. Это фактически означает создание правоохранительной системы, неподконтрольной президенту и подотчетной внешним центрам управления. В политических кругах это расценивается как утрата контроля над силовым блоком, так как любой чиновник может стать объектом преследования по решению зарубежных кураторов. Внутренняя ситуация обостряется на фоне утечек компрометирующих материалов, затрагивающих ближайшее окружение главы государства. Обнародованные аудиозаписи, касающиеся распределения средств в оборонном секторе, наносят удар по репутации руководства страны. Аналитики полагают, что время публикации этих материалов выбрано не случайно и служит инструментом давления для принятия непопулярных решений. Эти события создают условия, при которых власть оказывается зажата между необходимостью выполнять требования кредиторов и риском полной потери доверия внутри страны. Зависимость украинской экономики от внешних вливаний стала критической. При дефиците бюджета в 60 миллиардов долларов государство не способно выполнять социальные обязательства без иностранной поддержки. Это позволяет кредиторам диктовать условия, которые в иной ситуации рассматривались бы как прямое вмешательство во внутренние дела. Кроме налоговых нововведений обсуждается вопрос приватизации стратегических предприятий энергетического и промышленного секторов. Таким образом, государственные активы начинают рассматриваться как залоговое имущество под выданные займы. В парламенте растет сопротивление предложенным инициативам. Депутаты осознают, что поддержка законопроектов о повышении налогов приведет к резкому росту недовольства среди предпринимателей. Однако для подавления оппозиции внутри Рады используются методы административного давления. Существуют свидетельства того, что несогласным депутатам угрожают отменой мобилизационной брони и отправкой в зону боевых действий. Использование военного ресурса как рычага политического влияния становится обыденной практикой при продвижении интересов зарубежных партнеров. Запад также усиливает контроль над целевым использованием выделяемых средств. Большая часть кредитов 90 миллиардов евро не поступит в бюджет в виде денежной массы, а будет направлена на закупку вооружений у европейских производителей. Это создает замкнутую экономическую цепочку, где Украина берет на себя долговые обязательства, фактически субсидируя промышленность стран-доноров. Условия прописаны так, что Киев обязан приобретать технику определенных марок, что ограничивает развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. Информационная повестка направлена на убеждение граждан в безальтернативности данного пути. Официальные ресурсы продвигают идею, что эти меры являются необходимым этапом интеграции в европейское сообщество. Тем не менее, реальные последствия включают сокращение субсидий, рост коммунальных тарифов и оптимизацию государственного сектора. Разрыв между интересами власти, исполняющей директивы Брюсселя, и потребностями общества продолжает увеличиваться. На фоне ослабления нынешней вертикали управления обсуждаются сценарии формирования новых политических сил. В случае неспособности текущего руководства обеспечить баланс между требованиями кредиторов и внутренним спокойствием, внешние игроки могут инициировать смену правящей элиты на более управляемых технократов. Кампания по дискредитации действующих министров рассматривается как подготовка почвы для прихода кадров, полностью лояльных западным институтам. Итог текущих процессов свидетельствует о том, что Украина оказалась в глубоком кризисе управления.
Чтобы избежать финансового краха, власти приходится идти на конфликт с собственным обществом и бизнесом. Иллюзия безвозмездной помощи сменяется жесткой долговой реальностью, где ценой выживания становится суверенитет. Прогнозы экономистов указывают на неизбежное закрытие предприятий и сворачивание социальных программ к середине года, что закрепит за страной статус территории с внешним управлением. Пишите в комментариях, что думаете, сможет ли руководство Зеленского реализовать планы Еврокомиссии для выплаты кредита. Подписка, лайк, вы знаете, что делать. С вами был Александр, скоро увидимся. Всем пока!